Сегодня будем анодировать в черный цвет. Я приобрел вот такой пигмент черного цвета специально для цветного анодирования. Буду пробовать покрывать вот такую вот оправку. Это специальная оправка для определенных технических дел. Зачем анодировать? Видите, пошла коррозия. Как на самой латуни. Если присмотреться, есть пятнышки и на дюрали. Просто я уже протер, и их не так заметно. Но тоже пошла коррозия от жидкости, в которых используется эта оправка. Можно сделать твердое анодирование, но я буду делать цветное, потому что давно хотел попробовать черный краситель. Защита. Здесь главная защита, а не твердость. Здесь у меня есть отверстие с резьбой. Это для того, чтобы латунь эту прижимать. Через это отверстие я буду крепить контакт к этой оправке. Сделал переходную шпильку из алюминия. Сюда она вкручивается до упора и собирается на оправку. Оправка тоже из алюминия, закрыта изолентой, чтобы лишнее не анодировалось. То есть она многоразовая. Получается вот такой подвес, который опускаем в электролит. Деталь нужно хорошо помыть. Здесь есть грязь. В канавках, как видите, есть грязь. Это все нужно хорошо отмыть в бензине, с моющим средством, потом в чистой воде. В предыдущих видео я полностью показывал этот процесс. Все, отмыл я деталь. Промыта в дистиллированной воде. Идем анодировать. Подключаем плюсовой провод на деталь, минусовой провод на свинцовые пластины и опускаем в электролит. Высота у меня здесь небольшая. Придется под углом поставить деталь, чтобы она вся хорошо покрывалась. Располагаем по центру между всех электродов, чтобы одинаковое расстояние было. Я в последующем ее немножечко доверну, чтобы самый низ хорошо тоже проанодировался. Ток выставляем 2,5 ампера на квадратный дециметр. У меня здесь как раз 1 квадратный дециметр получается по площади, так что выставляем 2,5 ампера. Вольтаж максимальный 50 вольт. Включаем старт. Пошел процесс анодирования. Оставляем так. Сейчас начнет падать. Потом будет стабилизация. И начнет расти опять вверх напряжение. Детали анодируются. Оставляем так минут на 40. Да, процесс идет очень активно. Да, забыл сказать, начальная температура 14 градусов. Я специально немножечко охладил электролит чиллером, чтобы не тарахтел. В процессе видео как раз температура должна подняться не более 20 градусов. Вот такая картина в конце анодирования. Выключаем подачу напряжения. Достаем и смотрим. Получился такой равномерный серый цвет. Сейчас промываем под проточной водой и готовимся к покраске. Отмеряем 3 грамма красителя на 1 литр воды. Берем горячую воду, дистиллированную, градусов 50 достаточно. И высыпаем это все, плавно перемешивая. Как видите, на стали краситель вообще не берется. Просто не задерживается на поверхности. Берем деталь после анодирования и погружаем в емкость с красителем. Итак, прошло 20 минут. Что скажу? Первая неудача. Получился вот такой далматинец. Пятна. Цвет не черный, а синий. Честно говоря, я пока не понимаю, в чем причина. Попробую все повторить с самого начала и изменю немножко температуру. Если кто-то знает, почему так произошло, можете написать. Мало того, что вот эти точечки образовались, еще и цвет лег не такой, как должен быть. Решил проточить немножко ручку, чтобы не снимать все в щелочи. Сделал механическую обработку. На торце тоже пятна. Сейчас сниму резцом и потом сравним после второй попытки, что получится. Пока охлаждается электролит немножко, потому что в комнате уже очень жарко.
Я проточил все поверхности на детали. Конус тоже заверил. Ну что, попытка номер 2. Сейчас анодируем и пробуем еще раз красить. Так, останавливаем процесс. Попытка номер 2. Вроде тоже красиво. Будем пробовать. Будет ли дальше красиво. Немножко я понизил температуру. Опускаем. И оставляем так на 20 минут. Теперь момент истины. Получится или нет. Достаем. Сразу промываем в дистиллированной воде, чтобы убрать излишки красителя. Теперь я прокипячу, чтобы закрыть поры. И подведем в конце итог. Посмотрим на результат и проведем небольшой тест. Все, прокипятил я деталь. Сейчас протру. Пока ждете, можете подписаться на телеграм-канал. Там и про обучение анодированию, и про жизнь в мастерской. В общем, будет интересно. Ну что, смотрим. Даже видно следы от кулачков. Торец. Помните, я говорил, сравним. Это я сделал 2 заточки для красоты. Сейчас проведем тест ацетоном. Возьмем ацетон. Это промышленный ацетон. Не магазинный, разбавленный. Это концентрат. Смотрите, не берется ничего. Одни и те же условия. Электролит, краска. Разные режимы. При одних режимах у вас не получается. При других режимах получается идеальный цвет под названием Deep Black. Что было изменено? Температура электролита, температура краски, ток на квадратный дециметр и время анодирования. Смотрите, получился такой черный цвет, который чернее черной перчатки, которая должна быть самая черная. На этом все. До свидания.